Ностальгией запахло. Лето закончилось, солнце не светит, из-за резкого похолодания на улице возвращаются мамонты, однако искупаться и окунуться в море все равно хочется. Много хочется, скажу я вам. Но зато я нашел довольно годную альтернативу. Давайте лучше окунемся с головой в ностальгию и вспомним мультфильм «Огги и тараканы». Я же не один его смотрел. Пишите в комментариях, если тоже знаете, что это. Для тех же, кто в танке, поясняю. «Огги и тараканы» — французский мультфильм от студии Xelam, который известна по таким творениям, как «Огги и тараканы». Сюжет каждой серии этого мульта, можно сказать, строился по шаблону. Есть ленивый кот Огги, что живет в своем частном доме. Однако вынужден делить его с 3 балбесами — тараканами Джоуи, Диди и Марки. Насекомые не дают коту покоя и вечно пытаются пробраться к холодильнику, попутно взрывая, избивая и сбрасывая тяжелые предметы на синего бедолагу. Также в его хате прописался двоюродный брат, Джек, который вроде свой в доску, жопу если чё прикроет и тараканам возмездие устроит, но в целом тоже не упускает шанс поиздеваться над своим родственничком, а заодно свалить на него всю грязную работу. Во Франции мультфильм показывали на Nickelodeon. У нас же вы могли его видеть на РЕН-ТВ, Бибигон, Карусели, Гули, да короче, где его только не крутили. Потому неудивительно, что он обрел широкую известность среди спиногрызов всего СНГ. Ну а я предлагаю вам вместе разобрать пару серий этого мультсериала. И начнем мы по классике с первой серии первого сезона. Начинается она с того, что нашему синему братану приходит посылка — коробка конфет. Ну что неудивительно, тараканы ее съесть ему не позволят. Ох уж этот смех. На всю жизнь запомнил. Насекомые тырят коробку, и Огги отправляется за ними в погоню, перехватывая ее и тормозя по перилам жопой. Надо будет проверить как-нибудь. Вдруг реально работает. Кот прячется от них в туалете, пытается захавать сладости там, но его уже подстерегает оставленный тараканами динамит. И где-то на этом моменте серия, да и весь мультсериал в принципе, должны были закончиться. Но это ведь мультик. Для Огги все проходит легким ушибом. Его брат Джек пытается вступиться за него, но оказывается беспомощным против вкрученной в хлебало ручки от двери. Тогда братья решают объединить усилия. Бегут на тараканов с диклофозом, но все опять идет по жопе. Коты бьются об стены, падают с окна на асфальт, так к тому же их решает переехать мусоровоз. И мне кажется, или мультфильм уже борщит с жестокостью. Мне это начинает напоминать детскую версию Happy Tree Friends какую-то. Короче, после еще нескольких минут анимационного садизма, история заканчивается тем, что всю их хату разносит в щи. Джек говорит: «С меня хватит этого дерьма», и садится на первый попавшийся автобус. Однако есть и что-то доброе, светлое в этой серии, ведь таракан Диди решает поделиться одной конфеткой с Огги. Как же это мило. Блять, ну конечно же в ней был динамит. Вы ожидали что-то другое? И знаете, посмотрев первую серию, можно понять, почему мне нравился этот мультфильм в детстве. С ним реально не заскучаешь. Анимация забавная, каждую секунду что-то происходит, пердит, свистит и дергается. Но в целом тут нет какого-то крутого интересного сюжета. Непонятно, что он хочет донести детям. Да и чувствуется сильное вдохновение Томом и Джерри, которые, на мой взгляд, были сделаны получше. Но не будем делать поспешных выводов. Давайте посмотрим какую-нибудь более позднюю серию, допустим, 10-ю. Начинается она с того, что кореша готовятся к какому-то банкету, но тараканы то и дело пытаются им помешать. На этот раз даже без повода, ведь на еду они клали огромный такой жирный болт и просто хотят побесить котов. Однако ничего у них не получается. Разбивается одна единственная рюмка, да и то по вине Огги. Джек из-за этого, конечно же, злится. А Огги искренне чувствует свою вину и очень сильно расстраивается. Настолько, что решает выпилиться. Что? Да, реально, на протяжении всей серии синий кошара пытается себя уничтожить, а Джек то и дело не дает ему это сделать. Тараканы в свою очередь смеются и подначивают Огги, даже помогают ему зарядить себя в рогатку. Это все еще детский мультик. В конце серии Джек рискует своей жизнью, чтобы в очередной раз спасти Огги от Роскомнадзора. И после столь героичного поступка своего братана, у синего отпадают все плохие мысли. И в благодарность он приносит рюмку своему искалеченному корешу. Вот только из-за этого разбиваются все остальные сосуды, который так тщательно расставлял Зеленый. И теперь выпилиться хочет уже Джек. Он решительно идет к окну, и на этом серия заканчивается. Вам все еще не кажется, что это перебор? Конечно, в детстве таких вещей обычно не замечаешь. И все-таки, как мне кажется, это слишком жестокий сюжет для детского мультика. Не находите? Хотя, что уж бубнить, в Томе и Джерри подобные темы тоже затрагивались, да еще и жестче. Так, ладно, с первым сезоном разобрались. Сколько их там еще? Стоп, 8? И шоу выходит до сих пор.
Лол. Даже интересно, что там творится в последних сериях. Не удивлюсь, если по всему экрану уже будут мясо, кровь, кишки, Егор и так далее. Короче, если вкратце. С 1 по 5 сезон выходили вполне обычные серии по шаблону, типа тех, что мы смотрели ранее. 6 же и 7 сезоны тупо являются перерисовкой старых серий в хорошем качестве. Затем какое-то странное шоу для уж совсем маленьких детей, на удивление абсолютно без насилия и буфонады, из-за чего стало как-то уж совсем скучно. Но для новорожденных, думаю, самое то. А затем 8 сезон, и это уже выглядит странно. Итак, в 8 сезоне нас встречает обновленная заставка. Даже песню перепели, до святого добрались, уроды. И что интересно, Джека в этом сезоне нет. Зато основным персонажем и напарником Огги стала какая-то слониха. Страшно предположить, что происходило между сезонами и как так получилось. И как вы заметили, рисовка тоже изменилась. Зачем? Непонятно. Шоу длится, на минуточку, уже целых 24 года. Да, я сам охерел, оно даже старше Губки Боба. И все время как-то без смены дизайна спокойно обходились. Но хер с ней с этой графикой. Что там по сюжету? Начинается серия с того, что Огги со слонихой играют в настольный теннис. И лол. Я посмотрел предыдущие серии, и появление этого розового нечто никак не объясняется. С первого же ее появления сериал делает вид, будто она всегда была рядом со старыми персонажами, и все ее прекрасно знают, в том числе и зритель. Это странно. У нее еще и комната своя есть. Короче, весь сюжет серии строится на том, что таракан рисует в дневнике слонихи всякие ужасающие гадости про Огги, из-за чего кот постоянно пытается исправить свое поведение и угодить слонихе. Удивительно, что персонаж в новом сезоне настолько отупел, что даже не видит никакого подвоха в том, что ему в голову постоянно прилетает дневник подруги, который до этого она тщательно от него прятала. В конце серии Огги узнает, что это были проделки тараканов, за что ползучие твари и были прихлопнуты. И что еще более интересно, это единственный момент, где кого-то калечат за всю серию. Помните, что было в первых сезонах? Постоянно что-то взрывалось, падало, ударялось, за что, мне кажется, дети и любили этот сериал. Он хотя бы смотрелся не скучно. Сейчас же ключевую фишку мульта убрали, а ничего нового не придумали. Серии до сих пор не несут в себе какого-либо смысла, интересного сюжета, не стремятся донести до ребенка ровным счетом ничего. Да и хер бы с этим. Но теперь мультсериал даже не развлекает, смотрится беззубо и скучно. Помимо 8 сезона, где изменили рисовку, считаю нужным упомянуть об одной из серий 6 сезона, что представляет из себя пародию на франшизу Звездных войн. Так, к тому же персонажи решили сделать в 3D. Смотрится прикольно и необычно. Да и сам эпизод довольно забавный, хотя бы развлекает. Да, 8 сезон. Также мультсериал породил несколько игр, даже закос под Subway Surf замутили, где бегаешь за полигонального кота, пытаясь прихлопнуть этих троих придурков. От этой же студии чуть позже выходил похожий по настроению мульт Зик и Шарка, где вечно голодная гиена пытается захавать русалку, а акула за это набивает ему морду. Думаю, многие из вас его тоже застали. Да и в целом, Огги и тараканы сделал детство многим из нас. Пускай в сознательном возрасте смотрится он немного странно. Однако, говорить, что подобные мульты портят психику детей, как мне пытались внушить в детстве, крайне глупо. Я вот смотрел и ничего. Вырос познавшим дзен-красавчиком, альфа-самцом с миллиард IQ и членом 2 метра. А что думаете на этот счет вы? Нормальный мульт или просто бессмысленное насилие и буфонада? И да, пишите в комментариях, если хотите, еще обзор на какой-нибудь старый забытый мульт. Вроде Марсупила Ми, Волка Альберта, Дракончика и его друзей или Пузырька. А может, Зверят? Вот это я накатил, конечно, ностальгии. Надеюсь, вы помните эти шедевры. Ну а на связи был Камилек. Всем пока!